Ребята, всем привет! Большая радость у меня сегодня. Наконец-таки я прикупил себе вот такой вот маленький скоростной самолет. Самолет выполнен по схеме летающее крыло. И в принципе он немножечко похож на тот суперскоростной турбореактивный самолет, который я делаю сейчас, делаю в данный момент. И, честно говоря, до сих пор я не знаю, как я его буду запускать, потому что, во-первых, очень страшно, во-вторых, там будут отсутствовать шасси, ну и в-третьих, я никогда не запускал подобные самолеты. В общем-то, именно поэтому я долго искал фанжет и хотел начать именно с маленького самолета. И как-то так сложилось, что приехал Виталик и сказал, что у нас в магазине лежит такой самолет давным-давно, и никто его не берет. Соответственно, поэтому, ребята, ссылочки я в описании не оставлю, потому что я покупал это просто в магазине. Это был, можно сказать, залежалый товар, никто его не брал, бедненького. Ну вот я, как только услышал, сразу же забрал. Давайте посмотрим, что здесь у нас в коробке. Все здесь вроде бы ровненько, все вроде бы жестко. Видите, нет никаких петель, абсолютно. Значит, изгиб будет осуществляться методом, так сказать, деформации вот этого пенопластового места. Вообще-то у меня была мечта купить именно маленький фанжет, потому что крыло моих огромных моделей скопировано именно с крыла фанжета. Ну, а фюзеляж другой. Но так сложилось, что купил немножко другую модельку. Она напоминает фанжет и, надеюсь, будет также летать. Сервы докупал отдельно. Здесь есть наклеечки, которые нам пригодятся. Достану сейчас все инструкции, все пакеты. Так, все это будем сейчас изучать и собирать. Карбоновая трубочка тоненькая, очень легенькая. Не привык я, конечно, такие хлипкие модели собирать. Это лазерной резкой выполнены какие-то силовые элементы. Это регулятор оборотов. Штатный. 2S-3S. Ну, скорее всего, я буду использовать другой регуль, потому что буду пробовать стартовать на 4S. То есть давать ему гораздо больше мощности, чем позволяет этот регулятор. Вот он сам фюзеляж. Вот не знаю, как так получается, ребята, случайность это не случайность. Но в магазине очень долго лежал самолет, по сути, под реактивный двигатель, потому что это импеллерная модель. И вот сюда прям очень просится мой маленький турбореактивный двигатель. Посмотрим, может когда-нибудь какой-нибудь реактивный двигатель я и установлю на столь маленькую модель. Но пока что у меня в планах нечто другое. В планах научиться летать на летающем крыле. Так как самолетик маленький, скоростной, он очень быстро будет от меня улетать. Это и отлично. Пригодится для тренировки. Как я уже говорил, в комплекте идет импеллер. Импеллер мне, кстати, очень понравился. Больше всего понравилась каплевидная форма обтекателя двигателя. Он не только здесь имеет конус, он еще и вот там расширяется. Кок плавно перетекает в корпус и получается такая вот идеальная капля. Не знаю, продаются ли модели до сих пор этой фирмы. Можете погуглить. Просто прошлую заводскую модель, которую я обозревал, ее давным-давно сняли с производства. Может быть и это такая же. Написано, что импеллер потребляет 31 ампер на 3С и 50 ампер на 4С. Вот импеллер под 4С, а регулятор 3С-ный положили. Ну как так? Благо у меня есть на 6С регуляторы. 60-амперные. Их я и буду использовать. Остались от большого квадрокоптера целых 3 регулятора. Один сломался при падении. Потом я поставил 4 в одном регулятор. И до сих пор юзаю такую компоновку. Но импеллер качественно сделан. Мне нравится. Здесь вот движочек установлен. Не вижу какой фирмы. Надеюсь, все здесь сбалансировано. Видно, что зазоры большие. Качество, эффективность не сверх фантастики будет, скорее всего. Ну, да ладно. Опять же, для тренировочного-то полета, друзья, пойдет. В инструкции мы посмотрим, какова очередность сборки. Это, наверное, отказ от ответственности. Ну, а это спеки на двигатель. Рекомендуется 3С либо 4С. Ну, отлично.
Идем на склад, берем коробку и берем вот такой регулятор. Он, правда, конечно, тяжеленький, но зато он справится со всеми трудностями. 6S на 60 ампер. Обожаю инструкции, ребята, они мне напоминают детство. Все в картиночках. Обозначена вся последовательность сборки. Для начала надо ненавистные кабанчики и тяги собирать. Ох, не люблю я это дело. Эту мелочевочку. Ну, приступим, что ж. Купил две очень качественных сервы. Хай-тековских. Цифровые сервы. Надеюсь, буду долго летать и счастливо. Поэтому вот решил вложиться и прикупить такие. После лазерной резки все отлично вытаскивается. Такие кабанчики не хочется ставить. Есть у меня карбоновый сломанный луч от гоночного квадрокоптера. Видите? Уже обрисовал вот эту деталь. И сейчас выпилю. Развожу немножечко эпоксидного клея. Это именно клей, ребята. Это не такая жидкая эпоксидка. Она очень густая и очень круто склеивает. Особенно карбончик она круто клеит. Она его разъедает. Вот такие кабанчики получились, готовые к вклеиванию. Тяги тоже модернизирую. Вместо таких пластмассок поставлю шариковые тяги. Я думаю, от этого самолет только выиграет. Не удержался и усилил зону крепления кабанчика. Вот так теперь это выглядит. Его теперь никак не вырвать отсюда. Будет крепиться очень жестко и будет лучше передаваться крутящий момент на элевон. Карбоновая пластиночка весом 1,5 грамма. Пластиночки я обычно делаю из отходов. Когда остается эпоксидная смола, я просто беру и формую карбоновый листик на стекле, либо на каком-то другом материале, где можно легко отделить. Далее нужно склеить детали фюзеляжа. При склеивании я обычно не стесняюсь наносить клей. Углы, кстати, выравниваю лекальным угольником. Может быть, это уже слишком, но мне хочется, чтобы ровно было. А теперь вот так просто берем и соединяем половинки. Не забывая о самом главном, вклеить магнит. Такой моделизм я тоже очень люблю, ребята, потому что, видите, раз и уже фюзеляж готов. Очень быстро все получается, а моделька должна быть очень дерзкая. И она мне, как вы понимаете, нужна для тренировок. Ну нельзя прям так уж сразу браться за побитие рекорда канала, надо бы немножечко потренироваться. Как раз самолетик маленький, в небе его видно плохо. И будет некая имитация, когда мы отлетаем на более крупном самолете далеко. Немножечко карбончика. К сожалению, его здесь маловато. Но он есть. Потихонечку приступил к вклеиванию крыла. Дело это очень ответственное. Задвигаю крылышко. Все промазано клеем. Со всех сторон. Вот так смыкается. Моделька хоть и не очень сложная в сборке, но требует большой аккуратности. Потому что нужно очень много всего склеивать. Склеивать сразу с двух сторон. Вот видите, я даже еще килечки не вклеил. Вот они здесь лежат. Какие же они все-таки маленькие. Нужно оставить эту конструкцию до завтра, чтобы все хорошенечко высохло. Вклеил также и тяги. Сразу подрасчитал по высоте. Так. Ну, вроде бы все нормальненько. Убираем все лишнее. Все палочки, подпорочки, скотчики. Интересно, как вот здесь вместо склейки лонжерона получилось. Ну, вроде бы гладенько. Просто при склейке это место норовило подтарчивать все время. То есть пенопластик я туда вставил, а он все хотел обратно вылезти. Все по модельным технологиям. Здесь я кроме вот этого места ничего усиливать больше не буду. Все легенькое. И будет медленно идти на посадку, что очень важно. Пришло время уделить немножечко красоте. Начал подключать импеллер, и тут первое разочарование. В общем, были очень страшные вибрации, ребята. Как отбалансировать такую штуковину? Дело это достаточно непростое, но есть одна технология. Я уже, честно говоря, отбалансировал. Посидел буквально полчасика, ну, может, 40 минут. Значит, какова же технология?
подключил к питанию. Теперь даю обороты, пока не появляется резонанс. То есть именно такая конкретная вибрация. Затем делаю карандашиком метку. Можно заметить, она хорошо различимая. То есть на оборотах именно в эту сторону отгинает вал. Так, что же делать дальше? Если вал отгинает вот сюда, значит вся масса скапливается здесь. Именно по центру серповидной области. То есть получается вот где-то здесь дисбаланс. Эта сторона тяжелее. Соответственно, мы ориентируемся, где стачивать. Получается, нужно стачивать больше всего вот здесь и немножко здесь. Потому что она вот в этой точке. Но это еще не все. Как же более удобно и более качественно это все сделать? Потому что если мы будем стачивать, мало ли вдруг здесь вал настолько кривой, и все это балансировалось, и все как бы вроде бы должно быть не в этой точке. Всякое может быть, поэтому нам нужно перепроверить, где же дисбаланс. Я делаю следующим образом. Ставлю активатором точку, а затем моим любимым клеем наношу капельку. Вот так, допустим. Ну и сверху тоже активирую, чтобы она застыла. Даю обороты и тактильно ощущаю рукой, когда наступает резонанс и насколько он сильный. Резонанс наступал практически в самом конце рабочего диапазона, то есть на больших оборотах. И там очень-очень сильно вибрировала рука. Ну а каплями добивался того, чтобы этот резонанс становился как можно меньше. Выяснял, в какой точке, то есть на разные лопасти приклеивал, разные капли, все больше, больше, больше. Чувствовал, если уменьшается вибрация, значит в то же место еще накапываю, добавляю. Потом, кстати, все это дело ножом отковыривается, и все, и этого клея не будет. Ну, а сами лопасти с обратной стороны, потому что если я здесь добавляю, значит здесь тяжелая. С обратной стороны я стачивал тоже ножиком. Точнее, лезвием от ножика, вот таким вот образом. Делал стачивание, вот можно заметить. Здесь они все такие покоцанные лопасти, не очень они красивые уже. Но зато вентилятор без дисбаланса. Сейчас я отколупаю вот эту штучку. То есть клей, запомните, нам нужен, чтобы выявить, где у нас дисбаланс. В принципе, можно было и клеем отбалансировать, оставить. Но я не стал, потому что не особо круто он здесь приклеивается. И если он отлетит, опять будет дисбаланс. Хотя вот в последние разы, ну, все равно нет, вот видите, отковыривается легко. Ну, в последние разы им прям тяжело было отколупать. Так как много раз зачищал, потом соскабливал, заново наносил, в итоге начал хорошо приклеиваться. Ну, короче, ребят, вот такое небольшое лирическое отступление про балансировку импеллеров. Надеюсь, это кому-то поможет. Надеюсь, смог доступно объяснить. Вот, ну, в принципе, сейчас вибрации практически отсутствуют. Нет вообще ярко выраженного резонанса. А если нет вибраций, значит подшипники будут служить очень долго. А так они вылетают просто моментально, если этого не сделать. Так, отлично. Можно устанавливать движочек на свое рабочее место. Турбореактивные двигатели меня дисциплинируют. И, в принципе, благодаря им я выработал все вот эти вот домашние технологии балансировки. Понимаете? То есть балансировка методом подбора получается. Мы что-то приклеиваем, пробуем, чувствуем. Конечно, чувствовать надо хорошо. Вот. Если улучшилось, значит пробуем еще что-то в то место добавлять, убавлять. Если ухудшилось, значит в другое место надо клеить. Ну вот здесь получается, наверное, раз за 15 я отбалансировал. Что не может не радовать. Да и вообще не хочется, чтобы моделька тряслась как кушудивая, когда запускаешь. Неприятные ощущения. Баланс, только баланс. Спаял регулятор. Оказалось, что здесь совершенно нет конденсатора, поэтому припаял. Я думаю, лишним не будет. Вынужден признаться, что склеивать эпоксидкой ЕПП это не самый лучший выбор. Но, к сожалению, я уже все заклеил, ребят.
Потом выяснил, что оно не особо прилипает. Поэтому подклеиваю теперь суперклеем. Суперклей отлично склеивает все. Можно сказать, что намертво. Ну, вот такой вот опыт, ребята. Не думал я, что эпоксидкой будет плохо. А еще я спалил 2 сервомашинки. Из-за вот этого вот регулятора. Что-то с ним не так. Изначально он заработал, но потом как-то он начал шизить непонятно. Дергаться, дергать двигатель. И в итоге сгорел бег. И сгорели сервы. Я не знаю, как так может быть. Но, друзья, пришлось поставить другие сервомашинки. И все переклеиваю теперь. И вот интересные дела происходят. Ну, что поделаешь. Часто очень всякое такое происходит. Приходится переделывать, приходится через расстройство, так сказать. Ну, а куда деваться? Главное, импеллер отбалансировал. Самолет готов. Закрутил верхнюю крышку. Можно уже заряжать батарейки и ехать, пробовать летать. Антенки, кстати, вывел вот так. Под 90 градусов. Довольно-таки легенький аппаратик получился. Крылышко прогибается. Очень-очень интересно, как же он будет летать. Все, ребята, выехали на поле проверить, как летает малыш. И вообще проверить, настолько ли сложно управлять летающим крылом. Видите, здесь нет хвоста. И, соответственно, считается почему-то, что такой моделью управлять гораздо труднее, чем обычным самолетом обычной компоновки. Давайте поставим батарейку, настроим центровочку. Я вот здесь пометил кружком, где она должна быть. То есть здесь производитель рекомендует, чтобы был центр тяжести модели. Пока без батарейки его здесь нет. Но мы ее сейчас установим. Здесь на магнитике закрывается фонарик. Вот, все отлично. Сейчас поставим и попробуем. Значит, аппаратуру я подключил. Подключаем батареечку. Все вроде бы нормально запустилось. Так, ну для начала центр тяжести. Надо подальше. А, тут же фонарик еще. Все, ребята, можно пробовать стартовать, запускать. Страшно, блин. Подожди. Ну давай. Ох ты, как хорошо он пошел. Все, на ту сторону. Вообще. Вообще просто пушка. Маленький только что разве он. Вот это, конечно, жесть. Надо уменьшить, наверное, газ. А то улетает далеко. Все, уменьшил газ. Теперь совсем потихонечку лечу. Руки, ноги трясутся. Страшно. Управлять необычно, сразу скажу. Управляется не так, как обычный самолет с хвостом или ДВСный с обдувом плоскостей. Здесь ничего не обдувается и летит он по-другому. Ой-ой-ой. Что-то случилось с импеллером, ребят. Какой-то косяк. Не вижу. Все, посадил самолетик, все отлично. Видел? Блин, двигатель, похоже, вышел из строя, этот импеллер. Ай, обидно. Все-таки приятно управлять таким околореактивным самолетом. Мне понравилось.
Так, раскручиваю. Так, благо все хорошо раскручивается, ничего не склеено намертво. Отключаем батареечку. Вот оно, видите, что произошло? Просто тупо вал вылетел. А что, как вот это называется? Короче, как-то так. Надо чиниться, ребят, снимать импеллер. Думать о покупке нового, если не получится починиться. Не выдержали, разобрали все-таки. Снял я колокол. Видно, что откололся магнит. Не знаю, если его приклеить обратно, будет ли это хорошей идеей. Будет ли он там держаться. И, скорее всего, будут вибрации. Потому что балансировку я не смогу обеспечить. Причина поломки двигателя — это отсутствие просечки на валу и слабая затяжка гужона, который находится вот в том отверстии. Там под шестигранничек каленый гужон. Он должен был входить в отверстие. Ну, какое-то углубление на валу. И тогда бы он препятствовал, во-первых, провороту колокола двигателя относительно крыльчатки, и, во-вторых, препятствовал бы вылетанию крыльчатки. Но этого почему-то не удосужились сделать, и все благополучно развалилось. Ну, вы сами видели в первом полете. Ладно, ребята, постараюсь починить, постараюсь вклеить вот этот магнитик, буду пробовать летать, продолжать. Но, скорее всего, буду попутно заказывать новый импеллер, потому что это не дело. Ну а на этом все, ребята. К сожалению, состоялась только лишь малюсенькая тренировочка, но буду продолжать заниматься этим делом, подготавливать свои навыки к управлению большим реактивным скоростным самолетом. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!